Друзья, приветствую всех, и в этом видео вас ждет очередная подборка простых и вкусных блюд, из которых можно собрать полноценное праздничное меню. Так что давайте не тратить время и переходить к рецептам. Начнем сразу же с самых простых блюд, это закуски, они готовятся очень быстро и просто. Нам понадобится для одной из них 2 вареных яйца, натираем их на мелкой терке и также натираем на терке 50 граммов сыра. Туда же добавляем 1 тертый зубчик чеснока, кстати, можно это все перемешать просто комбайном. И теперь 1 столовую ложку майонеза. Перемешиваем, чтобы масса была довольно вязкой, но при этом не жидкой. Теперь возьмем кусочки ветчины, либо же копченой курицы, либо же индейки, нарезанные тонкими кусочками, и делаем вот такие рулетики, выкладываю вовнутрь начинку. Нанизываем на шпажку, добавляю кусочек сыра, у меня это сыр моцарелла. Все ингредиенты максимально хорошо сочетаются между собой, и вот у нас готова такая простая закуска. Ну а для следующего варианта закуски нам понадобится сыр камамбер, либо же бри вот такого формата. Снимаем с него упаковку и разрезаем его на одинаковые части. Я нарезаю на 8 кусочков. Также нам понадобится немного зелени, у меня это петрушка, мелко ее нарезаю. Ну и также нам понадобится гранат. Сейчас покажу простой способ, как можно его почистить и при этом не забрызгать всю кухню соком. Весь секрет в том, чтобы делать это в миске с водой. Зерна очень легко отделяются и при этом сок не брызгает по всей комнате. После того, как мне пришлось отмывать потолок от гранатового сока, я чищу его теперь только так. Потом остается только слить лишнюю воду и готово. Нам понадобится немного меда, в него обмакиваем кусочек сыра, а затем гранат, чтобы зерна прилепились к меду, а затем зелень. Слегка поправляем, чтобы выглядело покрасивее, и добавляем вот такую палочку из обычной соленой соломки. И вот такие мини-елочки готовы. Несмотря на простоту ингредиентов, очень интересное и вкусное сочетание. Советую обязательно попробовать, тем более, что готовится буквально пару минут. Друзья, на моем канале уже есть несколько видео с рецептами к праздникам, поэтому советую после просмотра этого ролика посмотреть их тоже, если вы до сих пор еще их не видели. Надеюсь, вы найдете для себя вкусные и интересные идеи. А еще хочу напомнить вам подписаться на мой канал, если вы не сделали этого ранее, и обязательно нажмите на звоночек, чтобы не пропустить новые видео. Ну а также, если хотите просто меня поддержать, вы можете стать спонсором канала. Ну а для следующего рецепта нам понадобится красная рыбка, у меня она свежая. Отрезаем от нее 2 кусочка весом примерно 200 грамм. Далее возьмем 1 луковицу и мелко ее нарезаем. Растапливаем небольшое количество сливочного масла и обжариваем на нем лук до мягкости. Затем к нему я добавляю 100 грамм замороженного шпината. Накрываю крышкой, чтобы он растаял, и затем обжариваю буквально пару минут, добавив немного соли. В конце выключаю огонь и добавляю 140 грамм сливочного сыра, перемешиваю, чтобы он смешался со шпинатом равномерно. Вот такая масса получилась, ее пока поставлю в холодильник. Я притрушу поверхность мукой, чтобы мне было удобнее работать с тестом. Я буду использовать обычное слоеное размороженное тесто. Небольшой кусочек, раскатываю его в тонкий пласт прямоугольной формы. Кстати, да, можете меня поздравить, первый раз у меня получилось так хорошо раскатать тесто. Сверху выкладываем кусочки рыбы, так чтобы они создали с собой вот такую овальную форму. И теперь сверху выкладываем шпинат с сыром. После того, как он немного постоит в холодильнике, он будет более густой и будет проще держать форму. Затем накрываем половиной теста и вот таким образом обозначаем себе там, где у нас выложена начинка. По краям отступаем примерно 1-1,5 см и обрезаем ножом. Снизу вырезаем нечто похожее на хвостик и удаляем лишние куски теста. С помощью вилки на хвостике делаю вот такие полосочки. А по краям делаю вот такой вот интересный узор с помощью шпажки. Кстати, я это все проделала в первый раз, так что, как видите, ничего сложного. Да и вообще я тот человек, который не сильно дружит с тестом, так что не бойтесь и пробуйте. А вот с помощью ложечки буду делать узор, имитирующий чешую нашей рыбки. Ну а это у нас будет плавничок для рыбы. Все перекладываем на пергамент, и остается только смазать яйцом нашу рыбку, чтобы она у нас была очень аппетитная и румяная в результате.
Ставлю в разогретую до 180 градусов духовку, выпекаться ее на 40-45 минут. В процессе я вспомнила, что не посыпала ее кунжутом, вы это сделайте лучше до того, как поставить ее в духовку. Ну а вот наша рыбка уже готова, давайте посмотрим, как она выглядит в разрезе. Давайте переходить к следующему рецепту. Для него сначала приготовим соус-заправку. Тут у меня 100 грамм греческого йогурта, 1 столовая ложка оливкового масла, 1 столовая вустерского соуса, пол чайной ложки соли, 1 чайная ложка горчицы и сушеный чеснок, также 1 чайная ложка. Хорошенько перемешиваем, и наш соус-заправка готов. Далее я буду готовить сухарики. Для этого я взяла ломтик хлеба и нарезаю его на брусочки. Можно нарезать кусочками размером поменьше, тут как вам больше нравится. Я в этот раз буду готовить на сковородке, так как у меня в этот момент не было света. Ну а духовка от генератора не тянет, поэтому я обжариваю на небольшом количестве масла, постоянно помешивая, и вот что у меня получается. Также мне для этого салатика понадобится копченое куриное филе, можно взять вареное, запеченное в духовке и так далее, какое вам больше нравится, но я вот для разнообразия в этот раз беру копченое. Нарезаю его кубиками. И также взяла 2 вареных яйца. Снимаю с них скорлупу. Тут, кстати, в этот раз повезло, хорошо почистились. И их просто разрежу на несколько частей. Ну а теперь формируем наш салатик. Первым слоем у нас идет зелень. Если кусочки сильно крупные, разрываю их руками. Ну а теперь сверху выкладываю остальные ингредиенты и стараюсь сделать это равномерно. Также в конце добавляем еще разрезанные половинками помидорки черри. Ну и в последнюю очередь добавляем сухарики. Данный салат я буду подавать с соусом отдельно, так как если я заправлю его сейчас, сухарики размякнут и будет не очень вкусно. Поэтому на стол ставлю их вот так. Ну а теперь давайте наконец-то перейдем к горячим блюдам. Первое у нас это будет запеченная индейка, это филе. Я делаю в нем вот такие вот надрезы, но не разрезаю полностью. Теперь нужно хорошенько посолить с обеих сторон и в том числе внутри этих разрезов. Приготовим маринад. 1 столовая ложка оливкового масла, 1 столовая ложка французской горчицы, 1 столовая ложка майонеза. Хорошенько перемешиваем, и теперь этим соусом нужно обильно смазать кусочек индейки. Обязательно промазываем и внутри этих складочек, которые мы сделали. Именно этот маринад и залог того, чтобы наша индейка получилась сочной. Ну а теперь возьмем сыр, это может быть любой на ваш вкус, и нарезаем его очень тонкими ломтиками. Так же само нам нужно порезать и помидорчик. Ну а теперь в каждый из разрезов выкладываем помидор и сыр. Ну все, кладем в форму для выпекания и отправляем в духовку. Но перед этим лучше все-таки дать мясу промариноваться и в таком виде поставить в холодильник, накрыв пленкой. Давайте сразу приготовим гарнир горячий. Тут у нас чищенная картошка, у меня тут около килограмма. Необходимо ее нарезать очень тонкими слайсами, поэтому для этого лучше использовать терку. Теперь в форму для выпекания нужно выложить картошку вот таким образом. Если у вас форма прямоугольная, просто выкладываете полосками вдоль. Теперь приготовим заливку. Берем 1 луковицу и очень мелко ее нарезаем. Ну и то же самое делаем с парой зубчиков чеснока. Разогреваем сковородку, добавляем немного масла и сперва обжариваем до мягкости лук, затем добавляем чесночок и обжариваем буквально минуту. Как только почувствуете запах чеснока, добавляем 1 столовую ложку муки и 200 мл сливок либо же молока. Перемешиваем, добавляем немного соли и специй. У меня это розмарин и мускатный орех по чайной ложке. Перемешивая, готовим так на маленьком огне несколько минут до загустения. И вот соус готов. Картошку хорошо присаливаем и заливаем нашим соусом. Лучше, кстати, да, это делать, пока он еще не застыл. Ставим в духовку, разогретую до 180 градусов. Я буду запекать одновременно и индейку, и гарнир к ней. Картошка запекалась у меня 50 минут, и в конце я добавляю сверху тертый сыр и ставлю в духовку еще на 10 минут. Вот такая нежная она получается у нас внутри. Но индейка тоже уже готова.
Можно нарезать ее на кусочки. Кстати, таким способом вы можете приготовить и любое другое мясо. Обратите внимание на то, какое оно получается сочное. Ну и все, теперь индейка это и остальные блюда уже готовы к тому, чтобы подавать их на стол. Ну а на сегодня это все, и я надеюсь, что видео вам понравилось, было для вас интересным и полезным. Если это так, буду ждать ваши лайки и комментарии внизу под видео. А также подписывайтесь на канал, если до сих пор еще этого не сделали. Ну и отдельная благодарность спонсорам канала. Ну а с вами была Оля, до встречи в следующих роликах.